Сегодня мы в узнаваемом месте. Обзор пляжа Кыскалесси будет. Вот знаменитый замок, который на фотках Турции везде присутствует. Здесь водные аттракционы прям сразу. Когда вы сюда приезжаете, здесь вот эти зонтики с лежаками принадлежат отелям. Ну, здесь есть 4-звездочный, 3-звездочный. И внутри самого города есть много отелей. Значит, лайфхак. Как только подходите сюда, ну, вот здесь, например, отель «Адмирал», подходите, подбегает сразу молодой человек и объявляет вам стоимость лежака. Сейчас один лежак стоит 250 под зонтиком. И вы можете посещать отельную территорию, раздевалку с туалетом. Ничего искать не надо. То есть как будто бы гости отеля на целый день. 250 рублей с человека. И здесь целая полоса этих зонтиков, вон туда дальше идет, до второго замка. Но там мы пройдемся, я вам покажу. Ну, легенду замка вы, наверное, знаете, да? Что царь дочери принцессе предсказала, короче, гадалка, что она умрет от укуса змеи. Но ее отец не хотел ей, конечно, этой участи. Он велел выстроить в море замок для нее специальный. Кыскалесси переводится замок девушки. И чтобы туда не проползла никакая змея. Но все равно судьбу не обманешь. С очередной партией продуктов, в корзине фруктов, каким-то образом завезли змею. И она пророчество исполнила, и девушку все равно укусила, и она умерла. А замок в честь нее так и остался. Он сейчас закрыт. Туда не водят людей. И вот там вот есть часть от города, который здесь когда-то был. И тоже оно закрыт, никак не откроет. Тут есть вот кораблики, они катают, по-моему, вокруг замка. Ну что тут, пляж как пляж обычный, как у нас. Носят коктейли, будут носить кукурузу, еще какие-нибудь устрицы. Ну вот, пляж очень мелкий. Очень мелкая здесь берег заходить. Вот показываю вам прозрачность воды. Ну, конечно, с нашим не сравнится там пляжем. Смотрите, как классно играет на солнце дно. Дно чем-то мелким усыпано, ну, я не знаю, пластик это не пластик. Ну вот, идти далеко, короче, вон люди идут, и потом только там будет глубина, где можно плавать. Здесь рай для детей, конечно, безопасно. Вот, отправил, и он тут полкилометра бегает. Вот волна как классно идет тут, прозрачная. Вот я на каком расстоянии. А стою всего лишь ниже колена. Ну, вода, конечно, шикарная. Чистая, теплая, потому что мелкая. Сейчас пойдем купаться. И вот этот пляж, он вот так вот зонтиками идет до самого замка туда. Вот город сам, поселок Кыскалесси. Ну, он весь из отельчиков состоит, можно сказать. Так, время полдень. Надо уходить с солнца. То тут у меня некоторые товарищи сгоревшие. Идем. Сейчас посмотрим, какой здесь ассортимент есть кафешек и ресторанчиков. Тут хотя бы через песок не идти. Вот такая вот дорожка, да? Видите? Деревянная. Вот. Сейчас что здесь на мини-набережной Кыскалесси есть, покажу. Так, это у нас дондурма. Turkish Ice Cream. Дондурма знаете, да? Она делается из козьего молока. Она такая вот плотная даже изображена. Она тянется. Должна тянуться. Здесь устраивают шоу, играют вот одну не хотите? Жень, хочешь дондурму? Нет. Чтобы с ним играли? Мераба. Нет. Сейчас настроение на игру. А не когда дондурма? Элли? Так, один шарик стоит с 50 лир. Один шарик будет?
Как нет? А какое оно есть? Лимон есть? Да? Нет будешь? Бир лимон. А? Нет лимон? Есть. Вот, я буду лимон, а Женя будет карамель. 50. Заплати за 3, у меня занято. Держи мой. Карамель. Это мое. Вот, тебя прям... Нет, шоу не устраивал. Он по вечерам, они сейчас ленивые с утра. В общем, не успели мы отойти от пляжа, уже жрем. Вкуснейшая. Настоящая. Плотная. Подожди. Стукнуться надо. Видите, как тянется? Да норма. Но это не сыр. Горячая вареная кукуруза, естественно. Молодая сейчас, вкусненькая. Ну, я дома наварила. Мусорки присутствуют. Но там мусорок нет. Надо в пакетики собирать и нести сюда. Какой-то бар с турецкой едой. Артош называется. Опять кукуруза. Это вот этот ледовый сок. Тут еще 2 вкуса есть. Других. Бира кафе. Мераба. Посмотрите, какой красавчик. Нептун, не Нептун. Барбаросса Клаб Отель. С баром. Эта улочка выводит туда, в центр, на Д400. Так как в Турции не начались каникулы, народу очень мало везде. И в отелях видно мало. И на пляже не занято много мест. Цены в ресторанчике. Пицца. 600? Микс. 600. Маргарита 450. Ну, подороже, чем мы там ели. Лодочка пиде. Пениры. Это омлет пиде. Завтраки. Там тарелка завтрака стандартная 600. Ну, в принципе, везде 550, так 600 и стоит. Пиде 400. Там по 250, да? Ну да. Потому что рестораны это у моря. Так, лахмаджон 450. Это не знаю. Ну, примерно вот так. Ну, вот ассортименты какие-то. Все то же самое. Все турецкий фастфуд, собственно. Отдельно каких-то изысков здесь нет. Так, ну вот мы прошли, собственно, половину от этого, как его зовут. А, вот душ-кабин. Ну да, сезон тут начинается, когда каникулы начинаются. А каникулы в этом году 26 июня. То есть еще 2 недели. Мидии тут есть. Душ, кабина и туалеты. Мессир, мидии не вижу, еще не готова, видимо. Лавки с, ну что тут, для пляжа круги надувные. На всякий случай повесили, вдруг кто купит. Так, здесь у нас Адана, кебаб, дурум 350. Тавук шиш, шашлык. Дурум 350, сервис тарелки 500. А? Смотрит. Тавук шиш. Тантуни мясной 270. Тавук 250. Ну, в принципе, нормальные цены-то. А кахвалты 300. Кахвалты 300. В общем, присели мы на завтрак и обед.
великолепный вид. В общем, в кафешку присели. Здесь куриный шашлык. Заказали один завтрак посмотреть. Они дают смесь, тарелку завтрака. Мини-мен я попробую. Адану. Кебаб. В общем, в среднем одно блюдо здесь 500 лир получается. Адана 500 лир, шашлык 500 лир. Что мы еще взяли? Завтрак 300, маленькая тарелка 320. Кебаб. Мини-мен 250 должен быть. Сейчас посмотрим. Ну и попить взяли одно пиво, лимонад, там колу, напитки по 150 напитки, да? По 150 лир напитки. Что такое? Средней стоимости кафе на набережной, можно сказать, нормально. Ну вот, нам все принесли. Еще перца принес. Очень острые. Мини-мен. Перчик, закуски, салаты. Ну, это тарелочка. Значит, здесь у нас шашлык куриный, очень вкусно пахнет. И здесь нам принесли Адана кебаб большой. Так, я его покажу. Так, красота. Так, ну, в общем, все, что вы видели на столе, то, что я перечисляла, все это вышло на 2070 лет. Ну и нормально. У нас было 3, считайте, какой? 4 блюда, да? Полных. Плюс завтрак. 4, да. Плюс завтрак. Нет, завтрак. Мини-мен, Шашлык, Адана и завтрак. И пиво. Пиво по 200, кстати. Лимонад с колой по 160. Ну вот и водичка. Да, по 160. Все. Ну, я считаю, нормально. На троих мы посидели. Завтрак и обед. Ну вот, мы наелись. Вкусно. Так вот называется Бонжур кафе ресторан. Очень вкусно. Так спускаемся. Идет улица, которая туда, на выход. К Д400. Сейчас трактор убирающийся проедет. Настоящий. Тут как в деревне, но это поселочек такой, Каскалесси. Ну, тут все необходимое можно купить. И сумочки, и тапочки, и плавок до хрена. Ой, пардон, пофига. И сувенирчики всякие. Кошелечки. Вот сувенирчики Каскалесси. На холодильничек. Они отлетают. Интересно, сколько он стоит? У меня нет такого. Висючки над дверью с ракушками и с глазиками. Бусинки с морскими. Красота. Вот эти позвякивают. Над входом вешать, над дверью. Хошгель Денис, добро пожаловать, по-турецки. Мераба. А буны когда вот эти? 75. 70? 5. Ага. 65. 75 получается. Абу? Также? Ага. По 75 лир. Магнитики. Черепашки тоже Каскалесси. Они не открываются, что ли? А что за... открываются. Такая шкатулочка. Что тут еще есть? Давайте посмотрим. Тоже над входом вешают такие. Мерсин, Каскалесси, часы настольные. Ну, тут, как всегда, эти морские наборчики. Часы из морских ракушек. Красивенькие такие. Вон вееры. Может, здесь рисунок есть. Да, ну, они такие вот все с рисуночком. Хотел себе веер обмахиваться.
Уже не хочу. Очки. Украшения. Цепочечки. 75 лет. Кружечки такие. Керамика. Члены, брелочки. Просто ракушка. Ну, вот такое. Ну, и здесь такой магазинчик. Купальнички, накидочки, маечки, рубашек нет, шлепочки, пивнушки. Там еще дальше есть тоже сувенирчики, наверное. Ну, вот так вот. Отельчики маленькие здесь же. Типа центральная улица пляжная, на пляж выходить. Ну, это прям ровно посередине пляжа Пискалесси. Так, ну вот мы дошли до самого конца. Точнее, это как бы начало пляжа, если смотреть оттуда, с той стороны. И там причал кораблей. А что-то тут нет прохода к этому, к замку, непонятно, ко второму. Да, нету здесь прохода. Прокат катамаранов и всего остального. Ну, сейчас пекло, сейчас 2 часов еще нет. Сейчас мы этот променад пройдем. И пойдем дальше купаться. До вечера. Ну вот, собственно, это местечко, оно такое небольшое. Абсолютно небольшое и абсолютно курортное. Вот здесь подряд идут, вот они. Отели. Хоккин-отель, Горизонт-отель. Куда хочешь можешь приехать, я так понимаю. И мест тут до хрена сейчас, потому что никому... Ну, дети в основном учатся. Сезон у них еще как таковой не начался. Поэтому здесь Комсал Балык ресторан. Пожалуйста. Ну, такое здесь тоже, да, не то, что прям туристическое место, но приезжают, тут в основном отдыхают местные жители, конечно же, из других регионов. Такой променад. Так, а здесь такая какая-то площадь, там написано Beach Club, дискотека. Но что-то сомневаюсь, что здесь дискотека, песок. Как бы вот на всей этой площадке песок. Не знаю, может быть, пляжная дискотека они имели в виду, когда-нибудь она здесь работает. Тут памятник кому-то идем, смотрим. Кто это? Ататюрк. Написано, что слова Ататюрка. Туркагюн, Чалыш Гювен. Учитесь и просвещайтесь, наверное. Золотой, в золоте. Памятник. Центральная пляжная площадь, скажем так, назовем ее. Колонны. Вот. Здесь вот непонятно. Ну, по идее, должен был канал быть в реку, но мне кажется, они его куда-то в другую сторону отвели, чтобы он, ну, не портил им пляж, скажем так. Потому что уж насколько были дожди этим летом, ой, весной, господи, и не похоже, что тут текло что-то, да? Хотя сделано это именно для стока с гор. Они, наверное, там строят дорогу и куда-нибудь этот канал в другое место отвели. Потому что он бы тек прям, ну, здесь, прям посередине в море. Но не видать. Пока мы ходили, здесь пооткрывались еще точки. Вот из фруктов делают натуральные соки. А мы когда сок джус?
Buyurun. Bu juice? Yüz, soğuk. Bunu Aha. buz, süt, yani milk. А, шейк. Коктейль. Baba sen anlatsana biliyor musun? Это коктейли делают. Yes, kokteyli. Шейк коктейль. Ага. И ne kadar коктейль? Kokteyl 200. 200? Evet. Teşekkürler. 200. Teşekkürler. 200. 200 лир молочный коктейль фруктовый. Вот у нас Женечки сделали коктейль. Бери, бери, Жень. Ты как будто бежать собралась куда-то. А, он камеру увидел. Понятно. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Спасибо. Смотрите, какого цвета вода. Я не знаю, видно вам? Прозрачная, голубая. Так вот это надо смотреть. Нет, на видео не видно цвет воды. Офигеть. Не видно цвет воды. Как не поворачивай. Ну, поверьте, она, я не знаю даже какого цвета. Прозрачная, бирюзового, что ли. Красота.